Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «5 советских привычек, над которыми смеялись, а теперь так делает вся Европа». Сравнительно недавно, лет 20 назад, когда мы сами смотрели советские фильмы, то смеялись над нелепыми привычками и нарядами предыдущего поколения – людей, всю жизнь проживших в СССР. А теперь, куда ни глянь, кажется, что словно вернулись те годы назад. А молодежь, что на Западе, что в самой России, будто бы насмотрелась старых фильмов и берет пример с моды того уже далекого времени. К людям возвращаются те же привычки, такая же одежда, и многие стараются придерживаться примерно такого же поведения – быть скромнее, экономнее, заботиться об экологии и чистоте. Давайте посмотрим, что конкретно снова входит в обиход как в России, так и в странах Запада. Сейчас у нас полиэтиленовые пакеты заполонили буквально все. Горами валяются на помойках, их выбрасывают после первого применения. А вот во времена СССР они были ценной вещью. Бабушки заворачивали в пакеты из-под молока свои сбережения и удостоверения, складывали туда медали. Те, кто приезжал из-за границы, в качестве сувениров покупали десяток красочных пакетов и раздаривали коллегам и друзьям. Тогда пластиковые пакеты выпускались плотные и яркие. Студентки и школьники носили их вместо портфелей и сумок, складывая учебники и тетради. В общем, они были самыми модными. Ведь в СССР таких пакетов почти не производили. Вместо них во всех семьях для ежедневных походов в магазин пользовались холщовыми сумками или авоськами. Сумки были объемные, неказистые, но удобные и прочные. Ручки у таких совсем не отрывались, они служили десятки лет. Иностранцы же, видя эти грязноватые сумки, показывали пальцами на русских людей, смеялись и считали нас бедными, а себя богатыми, ведь у них этих красочных пакетиков было в изобилии. В наше время, к сожалению, из-за этого пластика многие страны стали буквально утопать в полиэтиленовом мусоре. Жители Европы и США, да и россияне тоже, стали чаще задумываться об экологии, решать, как очистить планету и в то же время сократить поток этого мусора. И вот, ко всему прочему, у европейцев и американцев стали появляться большие и прочные сумки-шоперы. Модницы даже превратили их в настоящий тренд. Яркие и красивые матерчатые сумки теперь девушки шьют сами или заказывают у мастериц. Были в СССР и авоськи, такие сеточки с ручками для походов в магазин. Что лежит в чужой авоське, было видно каждому. Обычно туда складывали хлеб, бутылки с молоком или кефиром, овощи, фрукты. Авоськи производились разного цвета и с разным размером ячеек. Зачастую у каждого в семье имелась своя авоська. Школьникам доставались маленькие, а глава семьи пользовался такой большой, что туда свободно вмещалось целое ведро картошки. Авоськи в СССР выпускались в большом количестве. В эту отрасль, как правило, привлекали для работы слабовидящих и слепых граждан. Однако сами сетчатые сумки впервые появились не в СССР, а в Европе. Их описывал еще Антон Павлович Чехов, когда был в Италии в конце 19 века. Только вот мода на эти авоськи за границей возникла совсем недавно. Зато они стали очень дорогими аксессуарами. К примеру, фирма Vetmo выпустила авоську, которая стоит 190 тысяч рублей. Правда, экологичными назвать современные авоськи нельзя, ведь они стали прочнее за счет искусственных волокон. Но если посмотреть с другой стороны, служить эти сетки будут долго, потому и в мусорку будут попадать не так часто, как пакеты. В общем, смеялись над советскими людьми европейцы, а теперь авоськи, а также хозяйственные сумки – это модные шоперы. И в Европе их стоимость порой превышает 1500 евро. А еще в СССР повсеместно использовали серые бумажные пакеты. Называли их кульки. Раньше в них развешивали всю бакалею, от гречки и макарон до муки. А сейчас в бумажных пакетах продаются товары только в дорогих магазинах, уделяющих внимание экологичности своей продукции. В Советском Союзе заботились не только о досуге молодого поколения, но и обучению полезным в жизни навыкам. Многие дети ходили на кружки, где обучали чеканке, моделированию, плетению, макраме, вязанию и прочему. Вырастая, юноши могли сделать почти все ремонтные работы по дому, от починки крана до ремонта машины. А уж и сделать табуретку или полочки в кладовку так вообще проблем не было. Девушки тоже умели и вязать, и шить, и борщи вкусные варить. Многие даже ажурные салфетки вязали, панно плели и половички. Детям доверяли выпилить из фанеры ключницу и смастерить игрушки на елку. Почти все выучивались выжигать по дереву, красить и управляться с перочинными ножами.
Потому подарки и сувенирчики, сделанные своими руками, в СССР преподносились довольно часто. И совсем недавно мода на подобные презенты вернулась, только называется это сейчас handmade. Стали очень цениться разные самоделки, стоимость некоторых очень большая, ведь это в единичном экземпляре сделано, прям в точности таких больше нет. Еще стоит вспомнить про одежду, сшитую своими руками. В СССР у женщин просто не было выхода, ведь тогда было почти нереально найти в магазинах готовую вещь, которая сочетала бы в себе сразу 3 важных фактора – модный покрой, фактурный материал и чтобы еще по фигуре идеально подошло. Потому модницам приходилось покупать материалы шить самим или идти в ателье. Детям же все шили сами, особенно костюмчики для садика и школы для утренников и праздников. В наше время на прилавках целое море всякой одежды, на любой вкус, подходящую найти не составит труда. Но люди требовательные и состоятельные, готовы переплатить за оригинальность и уверенность в безукоризненности всех деталей. Также любят ручную работу и в других отраслях – тюнинг авто, мебель на заказ, дизайн интерьеров, даже косметика и духи при желании клиента делаются в одном единственном экземпляре. Каждый советский человек мечтал о своем клочке земли, где он мог бы выращивать маленько овощей, ягодки, посадить пару деревьев. Отлично было, если на этом клочке есть небольшой домик, где можно отдохнуть от дневных трудов. Европейцы над этим смеялись, считая, что это из-за бедности в СССР. А сейчас завидуют, ведь вырастить у себя в доме томаты, огурцы или хотя бы пучок зелени имеют возможность далеко не все. Да и в России в городах многие в 90-е годы отказались от дач, а теперь жалеют. Ведь стоит только посмотреть на цены в магазине фермерской продукции, и сразу понятно, сколько же мы потеряли. Да, считают огороды прерогативой старушек и стариков, им же делать нечего на пенсии. Некоторые пытаются возродить все это у себя на подоконнике, высаживая лучок, петрушку, укропчик, даже томаты и огурцы. Плюс в этом огородничестве все натуральное, без химической обработки. А еще приятно поделиться своими успехами в соцсетях. Еще в СССР главным было разумное потребление. Это сейчас так важно в Европе. А тогда над советскими гражданами только смеялись. На самом деле так и есть. В Советском Союзе люди не были столь искушенными. Они покупали лишь то, что на самом деле было необходимостью, и ничего почти не выкидывали, давая вещам новую жизнь. Экономные хозяйки перешивали платья и брюки, из которых вырастали старшие дети, или переделывали, добавляя детали. К сарафанам добавляли надставку, из брюк делали шорты, из картофельных очистков – крахмал. А коробочки из-под обуви или чая еще много лет лежали в гараже, служа емкостями для инструментов и гвоздиков. Что уж говорить о полиэтиленовых пакетах. Как мы говорили раньше, это была редкость, потому его стирали и высушивали, потом снова пускали в дело. У каждого уважающего себя хозяина на полках стояли книжки из серии «Сделай сам», методички о том, как своими руками убрать ржавчину, пятна с одежды и вычистить жир и грязь с газовой плиты. Тогда люди даже зубы могли чистить солью, смешивая ее с растительным маслом. И вот теперь этой разумной экономии стали придерживаться и европейцы, ведь на самом деле это большая польза для семейного бюджета. К тому же минимум химии и экологичность. В Советском Союзе были организованы сборы всяких уже отслуживших свое вещей. Собирали макулатуру, металлолом, разные тряпки, стеклотару. Старые газеты и журналы сдавались взамен подписки на книжные новинки, а пустые бутылки за деньги. Одна такая стоила 15-20 копеек, а на них можно было купить вкусное мороженое. Иностранцы думали, что в СССР проблемы с производством металла, бумаги и стеклотары, но на самом деле никаких проблем с этим не было. Смысл весь заключался в том, чтобы граждане не мусорили. Граждане Союза были избавлены таким образом от мусорных свалок. А вот сейчас их огромное количество как в России, так и в Европе. А все потому, что мусор не успевают перерабатывать. Уже в середине 20 века в Америке не было стеклянной тары для молока. С улиц городов и городков исчезли молочники, которые по утрам развозили свежее молоко в бутылках. Их заменили супермаркеты, где молочные продукты стали продавать в пластиковой таре. И приезжавшие в 80-е годы в СССР американцы удивленно смотрели, как у нас все еще разливают молоко, соки и газировку в стеклянные бутылки. А потом люди заботливо промывают их и сдают в магазин, откуда бутылки увозят на заводы и снова пускают в дело. Американцы смеялись над этим, считая негигиеничным. А вот в Европе стеклянная тара все еще потихоньку жила.
Там не было окончательного отказа. И сейчас она переживает свое возрождение. Европейцы поняли, что стеклянные бутылки намного удобнее и экологичнее пластика. В России же полностью к стеклянным бутылкам пока возвращаться не спешат. Пластик дешевле. Иностранцы удивлялись тому, что в советских буфетах и столовых используют керамическую и фарфоровую посуду, тогда как у них в забегаловках уже в 80-е годы вовсю использовали одноразовые тарелочки и стаканчики. Многоразовая посуда казалась гостям из-за рубежа негигиеничной и нецелесообразной, ведь такую посуду надо было мыть. У нас это вручную делали посудомойки, замачивая в дезинфицирующей жидкости, а столовые приборы в целях обеззараживания прогревали в духовых шкафах. Все это требовало времени и денег. Куда проще пластиковая посуда, съел и выкинул в мусорку. А вот сейчас, когда вся планета уже завалена пластиковой тарой, во всем мире стали задумываться. Потихоньку возвращают в столовые и кафе нормальную многоразовую посуду. В Европе с 2021 года запрещено производство пластиковой тары, в некоторых штатах США тоже. Теперь не продается она и в интернет-магазине Amazon. В России также ведутся разговоры об отказе от пластиковой посуды в общепитах. Добрая треть Советского Союза находилась в широтах, когда зимой было очень холодно. Потому теплое нижнее белье было очень востребованным. У мужчин были белые или сероватые подштанники с начесом, а женщины носили под юбками или брюками рейтузы со штрипками. Были и теплые рубахи, которые надевались под свитера. Это белье идеалом красоты и изящества не являлось. В позднем СССР молодежь даже стеснялась надевать рейтузы и подштанники. Иностранцев веселили эти вещи, особенно манжетки, которые пришивались снизу к рейтузам. Они смеялись над странным отверстием в ширинке, которое вряд ли кто-то мог использовать по прямому его назначению. Тем не менее, в 90-е годы сама идея утепленного нижнего белья стала появляться и на Западе. Правда, назвали его более красивым словом – термобелье, и стали носить в холодное время года. Теперь молодые люди даже соревнуются, у кого термобелье самое дорогое и технологичное. Но суть-то осталась – это те же самые подштанники и рубахи с начесом. Таким образом, как на Западе, так и в России молодые люди начали возвращаться к опыту Советского Союза, перенимая множество полезных идей. Хочется еще раз отметить, что советская промышленность производила и такие изделия, над которыми просто боялись смеяться. Самолеты, танки, автомат Калашникова и многое другое. Но перенять пытались, правда, получилось не так хорошо, как у нас. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.